Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Да, не в прямом эфире, но очень прямо и без экивоков, и что называется, пускай не в привычной атмосфере, но тем не менее очень важный разговор прямо сейчас состоится с Костем Бондаренко. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Накаляется атмосфера, и действительно сейчас тяжелые удары принимает на себя Украина, и по большому счету как бы просвета и нет. Пустые полки на прилавках, там пятая часть всех хлебопекарен страны вынесена, об этом сообщают, заправки, логистика, Одесса, удары по подстанциям беспрецедентные за последние дни, Запорожье, очередные кабы. В общем, мы видим удары по Киеву, это все только нарастает. Зеленский же опять бьет по Валберес, по НПЗ, в общем, как бы продолжая вести вот эту свою штрихпунктирную линию. Начать наш разговор сегодняшний я хотел бы с вашего поста про антинародное государство. А, Те, кто не подписан, перейдите, пожалуйста, подпишитесь на канал Костя Бондаренко. Но мне кажется, что в этой публикации, когда народ и государство, ну, в общем, их расщепили, да, как атомы, и, ну, мне кажется, там есть гораздо больший смысл, зашитый именно в контексте вот сегодняшних происходящих событий. Событий с непомерными ударами и абсолютно другими задачами тех людей, которые возглавляют сегодня государство украинское. Что скажете по поводу этого? И действительно ли, вот, скажем так, закулиса вот вами описанного поста, она гораздо глубже, и корни тянутся гораздо дальше? Ну, смотрите, давайте исходить из того, что я общаюсь с социологами. Социологи говорят о том, что сегодня народ не просто устал от войны, народ готов уже на любое завершение войны. Сам факт, что 90% респондентов отказываются отвечать на вопросы, отказываются отвечать на те или иные поставленные там анкетные моменты, соответственно, показывая, что народ попросту боится, чтобы его неправильно, скажем так, чтобы боится репрессий. Вот, поэтому стараются каким-то образом подыгрывать, возможно, интервьюерам. Есть небольшое количество людей, которые искренне верят пропаганде, есть небольшое количество людей, которые искренне поддерживают Зеленского и его камарилью. Все остальные сегодня ждут, когда закончится война. Но государство, вот, олицетворением которого является Зеленский, государство как совокупность институтов, государство как вертикаль чиновников, оно сегодня нацелено на продолжение войны. И поэтому сегодня интересы государства и народа расходятся. Народ задается вопросом: хорошо, зачем нам дальше воевать, если у нас нет ни единого шанса сегодня одержать победу? Государство говорит: нет, мы должны воевать. Народ задается вопросом: доколе мы будем терпеть произвол ТЦК? Государство говорит: нет, ТЦК – это герои, они выполняют свою работу, вы должны к ним относиться с уважением. Народ говорит, что мы уже не можем терпеть, потому что такое количество жертв, которое понесла Украина, оно просто немыслимое. Любая победа обесценивается этим количеством жертв. Вот. Государство говорит: герои не вымирают, и поэтому вы должны дальше идти на смерть. Вот. И таким образом сегодня происходит раскол между государством и обществом, и народом. Народ и государство живут в разных плоскостях сегодня. Народ и государство сегодня такое впечатление, что они по-разному видят Украину и живут в разных Украинах. Но давайте тогда посмотрим на ситуацию и попробуем понять, а какой будет следующий шаг. Ну вот после такого раскола. Вы четко даете характеристику. Государство нацистское. Сегодня выкопали Коновальца в Роттердаме и будут отправлять в Украину. Эксгумация официально состоялась, и, соответственно, там, ну, сколько там по почте будут идти эти кости, да? То есть максимально цинично, конечно, я выражаюсь, но тем не менее. А, Вы называете государство нацистским, а народ все дальше и дальше будут скатываться в анархию. А вот это уже очень интересно. Если, например, по поводу там нацистский режим, это можно сразу сказать: а что это рассуждать, это нарратив Российской Федерации, Кремля, это все давайте отбросим, то как бы когда народ и анархия,
то тут уже это абсолютно не про северного соседа и нарративы военной пропаганды. Вы знаете, воспользуюсь вашей программой, даже анонс такой сейчас дам, что у меня готовится сейчас в самой ближайшие недели вот 10 серий, такой мини-сериал, 10 серий лекций на тему «История фашизма от Маринетти до Зеленского». Вот. Фашизм – это теория, которая и дается огромное количество определений. Вот, историки до сих пор спорят, что такое фашизм, но один из лозунгов итальянского фашизма – все для государства, ничего без государства, ничего вне государства. Вот, то есть абсолютизирование государства. То, что сегодня мы наблюдаем в Киеве, то, что мы наблюдаем сегодня в Украине. Государство – все, единица, человеческая единица – ничто. Государство – это абсолют. Человеческая единица – это абсолютно, скажем так, абсолютный ноль, который государство может использовать по своему предназначению или по своему пониманию, по своему хотению. Вот. Поэтому сейчас проявляются абсолютные фашистские нотки в нынешнем украинском режиме. Кстати, это не только в Украине. Снова мир стоит на пороге именно определенного возрождения фашизма. И это мы наблюдаем во многих странах мира сегодня, в том числе в Соединенных Штатах. Кстати, в том числе и в России, так что сколько бы ни говорили, что у России есть иммунитет от фашизма, нету иммунитета от фашизма. Фашизм – это простые решения, это игра на низменных чувствах людей, на том, что человек, маленький серый человек может почувствовать свое всесилие и так далее, и особенно под влиянием пропаганды. Но с другой стороны, существует анархизм. Анархизм – это не то, что нам показывали в советских фильмах, там ватага пьяных, полудеклассированных людей, которые только пьют самогон и там, соответственно, устраивают дебоши и грабежи. Анархизм – это идея общества, которая обходится без государства. Идея самоорганизации общества, которая выносит государство за скобки. Мы можем сами решить свои проблемы, зачем нам нужна вот эта бюрократия, зачем нам нужны государственные институты, государственные структуры, если мы сами между собой можем договориться о том, как должно функционировать общество. Именно поэтому я и говорю, что у нас сегодня баланс между фашизмом и анархизмом. Интересная теория, ну, интересно все закручивается, но у меня главный вопрос, с которого, собственно, мы начали, да, и почему я привожу там вашу публикацию, ваш пост как отправной точкой к нашему сегодняшнему разговору. Константин Петрович, ну давайте откровенно, а как, самоорганизовавшись, украинцы, оторванные или, ну давайте так, изгнанные государством, в, скажем так, анархическом подобии самоорганизации могут решить вопрос войны и мира с российской стороной? Нет, тут в данной ситуации сейчас вопрос войны с российской стороной зашел настолько глубоко, что сейчас уже не решат ни в анархической, ни в фашистской парадигме этот вопрос. Этот вопрос давно уже не решается самими украинцами. Этот вопрос сегодня решается в Лондоне, в Париже, в Берлине, в Вашингтоне, но не в Украине. Сегодня ни Зеленский, ни кто другой не могут сказать: все, нам надоело воевать, мы переходим к мирным договоренностям. Потому что Зеленский не субъектен вести переговоры. Зеленский не может сказать, что он прекращает войну, что он готов там на компромисс, я уже не говорю про капитуляцию, потому что это не его война. Это война тех, кто принесли Украину в жертву этой войне, в жертву большим геополитическим идеям и большим геополитическим планам. Они положили Украину на алтарь. Украину не жалко, украинцев не жалко. Наиболее работоспособных трудоустроим в Европе. Тех, кто там останутся, ну, будут жить в Украине. Еще так не было, чтобы ничего не было, условно говоря. Что-то там да будет, не пустыня же. Вот. Кто-то погибнет. Ну, условно говоря, с точки зрения большой геополитики, большие жертвы – это не трагедия, это просто статистика. Цинично, да, но так мыслят те, кто задумывают крупные политические процессы, в том числе войны.
Что же касается Зеленского, вот я уже говорил, что это не его война, он подписался под то, что он будет выполнять ту директиву, тот план, который ему будет спущен. И он с 2019 года шел шаг за шагом именно к войне. У него был шанс в декабре 2019 года, когда он признал минские договоренности во время парижской встречи нормандского формата, и, соответственно, но после этого он не сделал ничего для того, чтобы эти договоренности воплотились в жизнь. Вместо этого он начал шаг за шагом идти к войне и тянуть Украину к войне. И если мы сегодня проведем ретроспективу вот, всех тех решений, событий, всего того, что происходило в 2020-2021 годах, вплоть до начала 2022 года, он провоцировал войну. Ему, точнее, его кукловодам нужна была война. Его кукловодам нужна была война. И, соответственно, это, знаете, на каком-то этапе становится уже, война становится необратимой. Я считаю, что война стала необратимой в октябре-ноябре 2020 года. Ого, В а почему октябре-ноябре так рано? 2020 года стало понятно, что войны уже не избежать. Мы все надеялись на то, что все-таки избежим ее. Но с исторической, с политической точки зрения стало понятно, что все, точка поставлена, определенный рубеж пройден, точка невозврата уже пройдена. Хорошо. То есть, если не нацистская, фашистующая, нацистующая, тут можно, конечно, разбирать это по крупицам, Это да, это отдельно. Да, Разница это отдельно, невелика. это вот, пожалуйста, 10-серийные лекции, это вся Александр, информация я скажу на... просто. Фашизм и нацизм были различными течениями до 1938 года. В 1938 году фашизм растворился в нацизме, поэтому нет никаких Ну, в общем, противоречий. смотрите, если там фашистующее государство не зависит от него, закончится ли война, если там народ, как бы, как это, мать анархия, да, Да. анархия мать порядка, да, вот это вот все, тоже ничего не может, то возникает вопрос, да, ну, значит, тогда, если ничего не решается, то ли или народ, в общем-то, будет в этой системе фашистующего государства, или государство рассыпется и будет вот нечто такое, типа латиноамериканское, когда условно там есть, это мы тоже, кстати, неоднократно с вами проговаривали, да, когда есть определенные силы, у которых есть сила, а есть там номинальный какой-то президент, какая-то там типа структура, что-то, ну, что-то же нужно, чтобы паспорта выписывать новые, там штампы ставить и именем государства как-то вот легализовывать то или иное, да, бесчинство, которое сейчас происходит. Ведь легализуется бесчинство. Вот Да. вышла, например, там Поляковая, да, сейчас все обсуждают, и ей там ответил Фурс, а еще кто-то ответил. Но она же как сказала, нация мышей. А если нация мышей, то какой тогда нацизм? Любой нацизм, фашизм – это как раз идеология мелких людей, маленьких людей. Вильгельм Райх был такой мыслитель, кстати, уроженец Украины, уроженец Галичины. В психоанализе, в теории психоанализа это второй по величине после Фрейда, считается. Так вот, он написал в 1932 году книгу «Психология массы и фашизм». И там он говорил о том, что фашизм – это идеология, это набор идей маленького серого человека, зашуганного, забитого, человека, который вот, раньше ни на что не мог претендовать, а тут вдруг в толпе таких же, как и он, под лозунгами, определенными лозунгами, под барабанный бой и так далее, он ощутил свое всевластие. Он ощутил себя властелином этого мира. Вот, так что в данной ситуации никакого противоречия в словах Полякова нет. Ну, то есть мыши. Ну, не то что мыши. Когда-то Виктор Андреевич Ющенко ввел такой термин – маленький украинец. Вот, маленький украинец. Ну, это же парадокс, да. Вот вроде как смысл же всего происходящего, да, вот в государственной идеологии, чтобы украинец превыше всего. Помните рассказы Арестовича, когда мы будем идти по Европе, а на нас будут смотреть как на богов, да, на украинцев. Да.
Ну, то есть вот эти же вещи, да, которые тебя наоборот превозносят. Сейчас на этих богов, если это безработный украинский бог в Польше, уже открыто польские политики призывают депортировать, выгонять из страны. Ну, то есть отношение в Европе тоже меняется. Но нет никакого, скажем так, ну вот не знаю, никакой причины, да, нет в том, чтобы эту войну продолжать. Вот казалось бы, да, боги, самые кто самые в воюющей стране? Конечно же, военные. Вот сегодня опять 121-я бригада обращается уже не к Сырскому, к Тропатому на запорожском направлении, говорит, нет воды, нет еды, 3 дня, неделю растягиваем водичку, продовольствия нет, подвоза нет, реагируют как может там Генштаб, военное руководство, что да, есть определенные сложности, но тем не менее не все так там однозначно, ах, 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 но мы же понимаем, что ситуация и на передовой ухудшается. Опять противоречие. Если мы воюем, если пустые полки на прилавках, горят корабли, бомбятся мосты, заводы, заправки, предприятия, которые просто выносятся, да, то есть, если, но это все ради того, чтобы у человека, как это, маленького украинца в военной форме там на передовой все было, но этого не происходит. Да, это правда. И, соответственно, поэтому возникает определенный диссонанс между реальностью и пропагандой. Между тем, что нам говорят о том, что еще чуть-чуть на нас будут смотреть как на богов, и мы будем ходить по улицам, идти маршем по улицам не только Москвы, но и по улицам Европы. Вот. А с другой стороны происходит то, что происходит. И многие понимают, что впереди холодная зима, и что эта зима может быть еще более суровой, чем зима 26 года. И многие понимают, что как бы электричество там получают не из эбонитовых палочек, вот, а как-то энергогенерация происходит более сложным путем, и нефть получают тоже, там, газ получают не из баллонов тоже. Вот, так что, и, соответственно, начинают задаваться вопросами, а что впереди? И ради чего это? И появляется критическая масса населения, которая начинает говорить, а нам вообще нужен Донбасс? Вот. Нам вообще нужен Донбасс? Нас же на протяжении длительного времени убеждали, что там в Донецкой области живут абсолютно не те люди. Там живут некультурные, вечно пьяные, вечно там замызганные люди, которые недостойны быть украинцами, которые неправильные украинцы, которые неправильно молятся, которые неправильно разговаривают, которые не понимают величия Бандеры, Коновальца, Шухевича, которые не понимают того, почему Украина должна быть вот такой Украиной, а не такой, почему Украина должна быть в Европе и в НАТО, а не где-либо еще. Вот. Нас же 30 лет к этому готовили. А теперь говорят, нет, нам нужен Донбасс, нам нужны эти люди, мы не отставим этих людей, говорят. Лицемерие. Вот это лицемерие, оно бросается в глаза. Люди все помнят. Знаете, по поводу людей, самый яркий момент, когда эти люди что-то вышли и сказали, вот последние дни, недели, это, конечно же, картонный Майдан и вся вот эта история. Ну, так смешно было. Фестиваль в Ирии, по-моему, да, как-то так назывался, в Киеве. Ну и вот этот весь молодняк, даже картонки не собрались, пошли на этот фестиваль. Перед ними выступал лейтенант ТЦК Вакарчук, а у него там какой-то там тоже психологические, мотивационные, короче, такие войска. Род специфический. Он там прыгал полуголый на сцене, в общем, мотивировал всех. Ну и эта вся публика пошла на этот концерт. Однако ситуация с вот этим протестом, она же продолжается. Ну, то есть точечно выбиваются там админ телеграм-канала, по-моему, который там группа в Телеграме, чат, да, где эти картонки, люди, участвующие в протестах, собирались. В общем, там его нашли, вычислили, на фронт отправили. То есть проводится пока вот эта вот там такая резина, да, в этом вопросе, проводится все равно государство вот это вот, да, берет и точечно, в общем-то, определяет и выбрасывает, собственно, выбивает вот эти звенья. Константин Петрович, сколько времени вы даете на развитие этой ситуации, или она умерла? Зеленский победил. Удары по НАБУ. Нет, Тут во-первых, смотрите, Кривонос недавно выходил и говорил, елки-палки, слушайте, за всеми нашими агентами следят, все там ходят, там вот это все. Прям воронки ездят по Киеву. 30-е годы.
Моя версия, я ее придерживаюсь, я ее уже озвучивал, что Зеленский в июле фактически перешел от двоевластия, которое сформировалось в прошлом году. Двоевластие – это когда была власть Зеленского и власть так называемых «соросят», с привыкнувшими к ним антикоррупционерами. И вот с другой стороны, они делили власть, они делили бюджет, они пилили бюджет на двоих. Вот была такая идиллическая эпоха у них после июля 25 года. Правда, Зеленский потерял в этой борьбе Ермака, Зеленскому пришлось пойти на определенные серьезные уступки кадровые и так далее, но сейчас он берет реванш. И вот эта отставка правительства, отставка Федорова, вот эти все акции протеста против отставки Федорова, это не что иное, как фактически конец этого двоевластия. Зеленский создал хунту. В июле Зеленский создал хунту, которую сам же возглавил. Хунта, в которую кроме него вошли еще 6 человек практически. Хунта, которая сегодня будет руководить страной по замыслу Зеленского, которая будет закручивать гайки, причем очень серьезно закручивать гайки. Вот. Это хунта, в которую входят несколько генералов, в частности, Поклад, Буданов, Драпатый. Это хунта, в которую входят такие люди, как Татаров, как тот же, например, Умеров и так далее, и так далее. Так что, ну, то есть и нынешний премьер-министр. То есть это как раз те люди, которые будут осуществлять фактическую власть в стране. Все остальные институты не играют никакой роли. Все остальные институты находятся в подчиненном положении, а власть будет в руках этой семерки. Вопрос, как долго? Вопрос, как долго, это другой вопрос. Смотрите, тут как бы 5-6 менеджеров. Нам же Да? об этом говорил Зеленский. 5-6 менеджеров – это одна вещь, но дело в том, что раньше Зеленскому приходилось обращать внимание на определенные институционные особенности страны, что есть парламент, есть кабинет министров, есть определенные процедуры. Да, он постоянно переступал через эти процедуры, но надо было в результате как бы любой вопрос оформить. Сейчас все будет решаться в этом вот тесном кругу людей. А кто им может противостоять? Ну вот смотрите, Вот пока Трамп... что, смотрите, кто может противостоять. Дело в том, что у подобного рода конструкций есть несколько тех, кто могут противостоять. Первое, самое смешное, это поверить в то, что Федоров действительно что-то значит, и что его вес, политический вес действительно что-то значит. Ну, отодвинули людей, которые стояли за Федоровым, которые надеялись на то, что они будут свои фирмы заводить и там через тендера получать контракты в Министерстве обороны, не оправдались, эти люди начали протестовать, выводить студентов на улицы, давать им картонки и так далее. Вот. Несколько средств массовой информации, которые контролируются этими людьми, которые эти люди превратили в боевые листки, несколько людей, которые пытаются через эти акции протеста вернуться в политику, но это смешно, по большому счету. Я не верю в перспективы Федорова. Любой Майдан в Украине возможен только при внешней поддержке. Без Так вот внешней же она, поддержки. внешняя поддержка. Смотрите, пресса пишет за Федорова, все говорят за вот инновационную войну, что полигон должен быть не просто Месилова, а что там должно быть такое с роботами, с робототехникой. Внешняя поддержка существует в том плане, что им предоставляют средства массовой информации определенные, западные средства массовой информации, создают определенный имидж. Но пока что ни одна Урсула фон дер Ляйен, ни один Трамп, ни один Рубио, никто не позвонили, не потребовали, значит, чтобы были определенные действия. Не приезжали там рок-звезды и всякие философы, там, которые являются носителями всяких соросовских идей. Вот. Вы Это меня вот так, извините, пожалуйста, вы меня так натолкнули, я недавно, я прям поразился, слушайте, Шон Пен говорит, Ермак, говорит, такой человечище. Да. Думаю, елки-палки, слушайте, а ведут назад его, что ли, в политику украинскую? Нет, вы знаете, если у вас есть 50-60 тысяч долларов, я могу организовать там до 100 тысяч долларов. Я организую так, что завтра Шон Пен выступит и скажет, Александр Шелест – это будущее Украины, вот, и, соответственно, выступит, прослезится,
Вот. А еще там, если что, так еще и футболку с вашим портретом повесит. И не только Шон Пенн. А Ну, если известно, денег больше, то приедет и привезет еще лично Оскар вручится, да. конечно, конечно. То есть это же известная практика. Но на неокрепшие умы очень серьезно влияет. Вот, так что касается подобного рода вот этих акций, кто еще может противостоять? Ну, Порошенко и Тимошенко это тоже как бы вряд ли. Вот, верить в то, что те, кто себя называли оппозиционерами перед войной, там, оппозиционная платформа «За жизнь», да, там, те, которые их не добили пока еще, которые голосуют за любую глупость, которую вносят сегодня в стены Верховной Рады, они бегут просто голосовать обеими руками за это все, лишь бы их только следом за Шуфричем не посадили в тюрьму. Вот. Ну, тоже как бы смешно называть их оппозиционерами. И в этом плане противостоять Зеленскому могут только внешние силы, только извне. Только, например, там по команде Трампа, или же если он уже слишком приелся своим скажем, партнерам, так называемым, только они могут реально сегодня повлиять на ситуацию, и только они могут провести операцию по замене Зеленского и его команды на кого-то другого. Вопрос только, к добру ли будет эта замена? Почему Россия не может победить на поле боя? И, в общем-то, ну давайте так, государство, которое идеологически мы обсудили, да, что из себя представляет, а функционально, ну, имеется в виду, как управленчески, состоит из, ну, короче, хунту из 5-6 человек, 7 человек. Почему такая большая страна, ядерная, могущественная, не может этого сделать? Не переоценивайте Россию в этом плане. Вот, Россия наделала большое количество ошибок на протяжении последних 15 лет. Вот, и, соответственно, историки еще будут эти ошибки обсуждать. Вот я неоднократно говорил, что Путина многие идеализировали, а оказалось, что у Путина тоже есть большое количество слабых мест, и иногда, скажем так, его политика доводила до того момента, когда уже казалось бы, что у него нет другого шага, другого выхода. По состоянию на февраль 2022 года, да, у Путина не было другого выхода, как начинать войну. Но вся его политика, начиная даже не с 2014 года, а примерно с 2012 года, вот, она привела к тому, что у него в феврале 2022 года не было выхода. Он наделал большое количество глупостей. Вот. Что касается генералов, там тоже есть большой вопрос. И сами россияне задаются вопросом, вот, почему до сих пор Генштаб возглавляет Герасимов, почему там не дают дорогу молодым генералам, почему происходят там разного рода трения, скандалы и так далее, и эти скандалы пытаются каким-то образом замять, и почему есть вот эта заскорузлость мышления у многих. Ну и плюс ко всему, российские генералы, это давно известно, они всегда готовятся к прошлой войне. Фактически войну в Украине они планировали по тем лекалам, по которым планировалась сирийская фактически война в Сирии. Война в Сирии, там, соответственно, более ранняя война и так далее. То есть они не инновационны по своей сути. Другое дело, что русские очень часто вступают в войну, россияне вступают в войну и получают там определенный урон, и они получают едва ли не поражение в самом начале, потом сосредотачиваются, перестраиваются, и это касается очень многих войн как раз. И потом только они начинают демонстрировать результативность. Вот вместо того, чтобы демонстрировать результативность в начале. Но Что считать это, результативностью? ну, Ну вот смотрите, опять-таки, мы вопрос. на протяжении последних недель, Константин Петрович, это очень важный момент. Да. Это он касается как раз-таки вот этой усталости, которую мы обсудили в начале, у украинцев, которые не видят перспектив войны. Это подмена понятий. Нам, например, подрыв какого-нибудь а-ля подарка на день рождения какого-то генерала говорят, что это результат. Склад горящий в Алтберес — результат. В Хабаровском крае там, в общем, загорелся, и говорят, это украинские дроны, там, чуть ли там на Дальнем Востоке. Вот, смотрите, какой результат.
Другие говорят квадратные километры, квадратные метры. Сейчас забегают, например, в Доброполье, флаговтыки, так называемые. Ну, такое есть выражение. Не очень люблю его, Ага. но тем не менее. То есть там Доброполье. И дальше. И мы видим, как там в Славянск прилетели кабы. Это сегодня только. То есть движение идет вперед. То есть результат это квадратный километр. Результат это какая-то вот диверсия. А нам вот меняют одно на другое, и получается очень интересная история, да? С одной стороны, россияне говорят, вот смотрите, идет же фронт, медленно, но идет, да, потери, да, тяжело, но смотрите, движение есть. Украина говорит, так они там стоят на месте, топчутся, вот смотрите, какие у нас результаты. Что тогда результат? Ну, смотрите, в том-то и дело, что и образ победы, и результат действий, результат войны для каждой стороны свой. Вот. У каждого есть свое понимание того, что является критерием эффективности. Зеленский, да, действительно, он демонстрирует, он с точки зрения вот именно постмодерного такого вот мировосприятия, для него результат – это картинка, красивая картинка. Пылающее здание, столб огня, вот яркий взрыв там в центре Москвы и прочее, 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 это все для него является результативностью. Это то, что можно подать в программе новостей, то, что можно представить зарубежным политикам и дипломатам, вот видите, какие мы результативные. Для России это квадратные километры в первую очередь. Вот мы продвинулись на такое-то количество, взяли такое-то количество населенных пунктов и прочее. И при этом и одна, и другая сторона требует большей эффективности именно в своей парадигме, именно в своем понимании и в своем восприятии. А для Запада как раз вот, эффективность это объясняется длительностью вот, продолжения войны. Что Зеленский может продолжать войну вот уже 4 года, воюет, и, соответственно, уже 5-й год пошел, и вот он воюет, и, видите ли, армия, там вторая армия в мире не может сломить там Украину, которая проигрывает и по количеству населения, и по вооружению, и все такое прочее. Вот где хваленная российская мощь. Вот, то есть для них это главный момент. Для них главный момент каждый день это выматывание России, как считает Запад. Ослабление России. Чем дольше идет война, тем слабее будет Россия в дальнейшем. И в этом отношении как раз Запад играет на очень долгосрочную перспективу, в надежде на то, что война между Украиной и Россией максимально ослабит Россию, с тем, чтобы потом можно было бы прийти, взять ее голыми руками, взять все вот эти природные богатства, которые есть в России, потому что Западу не нужен храм Василия Блаженного, Западу не нужен Кремль, Западу нужны нефть, газ, золото, алмазы, все то, что есть в России. Вот. Для Ну, этого давайте Россия так. необходимо... Это все прекрасно, но ведь этот же ресурс спокойно продавался и покупался ранее. Причем Продавался. давайте Нет, так честно, продавался и покупался. не задорого, Хорошо. Но, не понимаете, задорого. если... Да, есть понятие продавался и покупался кем-то, а есть понятие становится собственностью, и вы можете сами продавать и покупать. Так там общие консорциумы, общая собственность на... Вот Опять же, сейчас, это вот абсолютно опять-таки, разное. смотрите, мы сейчас подходим, вот если так геополитически рассматривать эту историю. Вот недавно открывали месторождение, кстати, по-моему, Ермаковское месторождение, Бериллия. Ермаковская. Ну, с нашим Ермаком, которого Шон Пен хвалит, это не имеет никакого отношения, но тем не менее. То есть они Как открыли, знать, как да, знать. ну, то есть они открыли, и понятно, да, что, ну, вот, пожалуйста, будут бериллий, там он очень везде нужен, ну, как бы, редкий металл, да, то есть вот, пожалуйста, вот вам внутренний суверенитет. Его будут толкать, продавать, то есть и так далее, но опираясь уже на внутренний вот этот ресурс. А дальше вот этим же самым, вот даже в этом Ермаковском месторождении гораздо могло быть больше западных денег, больше западного влияния и больше западного, если бы не вот эта война. Тут возникает у меня другой, ну немножко такой, он параллельный, но очень важный вопрос. Ну так хорошо, но мы посмотрели, как запретили яблоку, ну в общем,
в России выдвигаться на выборы парламентские. Вышли там люди, но потом быстро сказали, не-не-не, как бы эта партия как бы не может, но вот там в нижних эшелонах власти плюс одномандатники, в общем, они могут, то есть это не совсем так это как подается, но, в общем, запретили и запретили. Ну вот я, например, не, я плохо знаю Россию, не буду я, в общем, тут умничать по этому поводу. Но мне почему-то вот видится из того, что мы слышим и видим, наблюдаем, как говорится, друг за другом. Ну это что получается? Вот эти яблочники, вот это яблоко, ну такое Мгм. гипотетическое, да, собирательный образ, должны прийти в России к власти, продать все, собственно, Западу, и тогда Запад успокоится, и как бы и война Нет, закончится, и все будет хорошо. нет, конечно же. Понятное дело, что яблочники не пришли бы, не пришли бы к власти, максимум они могли бы проползти в парламент, в Думу, вот, максимум, и то не факт. Я не знаю последней социологии, но там читал, что там им прогнозировали, что они могут получить своих 5% и немножко там как бы спутать карты. Но это, опять же, я в этом не уверен абсолютно. Вот. Но что касается Запада, идеал России с точки зрения Запада – это ельцинская Россия. Россия, которая ослаблена, Россия, которая прогнозируема, Россия, которая раскрыла полностью объятия для западного капитала и которая полностью, которая при власти находится компрадорская элита. Вот. Это идеал. Вот. Но то, что началось после 2000 года, это не устраивало Запад. Особенно то, что началось после февраля 2007 года, после Мюнхенской речи Путина. Вот. Это абсолютно не устраивало Запад. Запад очень надеялся, что в 2012 году Путин не вернется к власти. Что в последний момент президент Медведев подпишет указ об отставке премьер-министра Путина, главы правительства Путина, назначит какого-то другого главу правительства и пойдет на второй президентский срок. Вот. В это верили очень многие на Западе, была поддержка этому плану внутри российских элит, были некоторые люди, которые носились этой идеей. Кстати, и даже некоторые украинские элиты на это делали ставку. Например, тот же Виктор Янукович, он был уверен, что эпоха Путина уже не вернется, что Медведев пойдет на второй срок. А тут неожиданность. И вот примерно с 2012 года начинает углубляться конфликт между Западом и Россией. Запад давил на Россию с тем, чтобы Россия была менее субъектной, Россия укрепляла свои позиции, Россия двигалась в направлении там, собственной гегемонии. Вот это, понятное дело, вызывало тоже большие вопросы у Запада. И я еще раз повторюсь, что одно дело иметь полный доступ к ресурсам, ресурсной базе России, а другое дело – это когда ставят конкретные условия в России. И Россия сама определяет, с кем она торгует, в каком объеме торгует, кто будет ее партнером по тому или иному направлению и так далее, что не устраивает крупные транснациональные корпорации. Поэтому война, она предусматривает то, что Россия должна лишиться своей субъектности, Россия в идеале должна лишиться части своих территорий. Карта, которая висела у Буданова в кабинете, помните, где там сколько, 10 или 15 государств должны образоваться на территории России. Вот. Но эти 10-15 государств должны быть прозападными, и там должны быть прозападные правительства, марионеточные правительства. Вот это интересует сегодня транснациональные корпорации, которые являются реальными заказчиками и реальными там, спонсорами этой войны. Но если вернуться к целям, мы видим, что, с одной стороны, понятно, там, те генералы готовятся к прошлым войнам, но давайте тоже соотнесем все-таки современность, да, современность и то, как это все происходит. Ну вот Трамп чего добился в Иране? Что там сейчас? Очередной Подождите. тупик. Да. Нет, если говорить про Трампа, у меня другая версия, и эта версия не только моя, многие эту версию разделяют. На самом деле Трамп своей иранской кампанией, он же не ставит главную цель, это поставить там свое марионеточное правительство или заставить, чтобы Иран там отказался только от ядерных программ и прочее. Вот. На самом деле ситуация, которая сейчас складывается вокруг Ирана, абсолютно на руку Соединенным Штатам.
Вот. Война ни шатка, ни валка там как бы продолжается, время от времени там ракетные обстрелы, потом садятся за стол переговоров и все прочее, но Ормузский пролив закрыт. Более того, скажем так, ориентированные на Иран хуситы в Йемене фактически перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив. И таким образом ближневосточная нефть попросту не идет в те регионы, которые являются ее главными потребителями. Это касается не только Китая, это касается в первую очередь Европейского Союза. И чем дольше будет война продолжаться вокруг Ирана, чем дольше будет нагнетаться ситуация вокруг Ирана, чем дольше будет вот эта ситуация неопределенности, тем дольше вот, будет нервозность в европейских странах, будут подорожание нефтепродуктов, будет определенное недовольство, и все это будет выливаться в определенные цифры на выборах. В следующем году выборы во Франции президентские, в ближайшее время возможен кризис парламентский и правительственный кризис в Германии, возможны определенные пертурбации в следующем году уже в Италии, в Польше и в других государствах. В Великобритании там тоже все так балансирует на грани. Поэтому вполне возможно, что с точки зрения Трампа вот удары по Ирану и война в Иране – это один из тех методов, который позволяет ставить на колени Европу. Так, если мы предположим, что это все один единственный центр, Да. который там ставит на колени одной рукой Европу, а второй рукой Россию, то как тогда выглядит этот весь Их план? два центра. Это не один центр, их два. Знаете, сегодня правые консерваторы, которые находятся при власти в Соединенных Штатах, находятся в очень серьезном конфликте с леволиберальными глобалистами, которые сегодня создали антитрамповскую коалицию и в основном оккупировали европейские столицы и действуют из европейских столиц. И благо то, что Трамп считает не Иран, не Россию, не Китай своим главным оппонентом, а именно леволибералов. Вот. Леволиберальные силы, глобалистов вот этих всех, которые только мечтают вернуться сейчас на белом коне в Конгресс в ноябре этого года, вот, создать там свою платформу, с которой они, с этой платформой они будут бить Трампа и всех трампистов и получат определенную победу над Трампом. Поэтому я всегда говорю, что в ноябре не ждите простых решений относительно выборов в Соединенных Штатах. Не будет простой потери власти у Трампа. Вот, Трамп еще покажет себя и покажет определенные неожиданные кульбиты к ноябрю. Вот, такие, что могут аукнуться не только Соединенным Штатам, но и всему миру, к сожалению. Что же касается ситуации в Украине, здесь тоже определенная скажем так, экстраполяция всех этих процессов, которые происходят. Да, у Трампа нет своего человека, того человека, который мог бы быть, рассматриваться как трампист в украинской политике. Очень много желающих, которые бегают с вытянутыми руками и кричат: давайте меня, я готов проводить политику Трампа. Вот. И Юлия Тимошенко, и прочие там начинают там, и Порошенко намекает, что мы готовы быть трампистами, только обратите на нас внимание. А вот тех, которые готовы внедрять глобалистскую политику, это и Федоров, и Зеленский, и прочие. И поэтому, скорее всего, ближайшие события будут проходить под знаком того, что просто Соединенные Штаты будут серьезно сталкивать лбами этих вот как раз недоглобалистов, которые формируют украинскую политику. А понятное дело, что Украина интересует Соединенные Штаты не в первую очередь, а где-то там в пятую, шестую, седьмую очередь, потому что от Украины мало что зависит на самом деле. Вот. А все будет зависеть от того, как будут складываться отношения между Трампом и его европейскими оппонентами. Очень интересный такой эпизод, который я тоже хотел в контексте, ну, чтобы все понимали, да, то есть получится, не получится. Я так понимаю, что сейчас есть увязка событий в украинской войне, ровно как и переговорного процесса. Мы напомним, что на конец августа ждут же Витков с Кушнером. Ну, Да. вот они ждут. Они то едут, то не едут. То с 15 мая их на самом деле ждут. И вроде как вот они должны приехать.
в Украине. Там, тут как бы на галушке, по секундчиков отведали, то есть вот ждут. Да. Но все прекрасно видят. И изначально было целеполагание, это вот зима, да, конец осени, зима, выборы, предвыборность. Сейчас какая-то странная кампания разворачивается с ПВО. Да? У нас есть официальное сообщение, сколько прошлой ночью куда прилетело. Опять-таки, куда прилетело, говорят люди. Ну вот люди говорят, что прилетело по Запорожстали. Причем крепко прилетело. А в Украине, как говорят официально, ну вот там 98 каких-то дронов, мы их позбивали, дроны сбили. Да, были там атаки цирконами. А что, куда? Короче, опять понятно, ничего не сбили. Я так понимаю, что это в том числе предвыборная история. Ну, то есть, смотрите, не дают лицензию, не дают Патриоты, не дает Трамп. А там публикация за публикацией сейчас в последнее время. Вы Да, тоже, наверное, отмечаете, как критика Трампа. конечно. Зачем? Чтобы вот смотри, какой бессердечный. Украину как лупят, утюжат. Они уже в официальных сводках говорят, что не могут ни одной баллистики Искандера, там еще Циркона сбить. А он продолжает стоять на своем. Какой страшный упрямый дед. Не голосуй за него. Ну это же максимально цинично. Получается, на крови украинцев, гибнущих, то ли на заводе, то ли на хлебзаводе, то ли на предприятии, то ли на фабрике, то ли у себя дома, от того, что прилетело не туда, сбили, подавили, подбили или что-то еще произошло, или прямо ну, промахнулись, да, зависит целого Трампа предвыборная кампания с Не только республиканцами. нет, как раз нет. Дело в том, что у республиканцев и демократов своя аудитория, которая мыслит абсолютно по-разному. И относительно войны в Украине, вот, демократы пытаются максимально использовать фактор войны в Украине. Посмотрите, какая несправедливость. Трамп вот, не дает оружие. А вот если бы были бы мы бы дали бы оружие, чтобы украинцы воевали. Но дело в том, что это ложится на психологию, ложится на сознание в основном мигрантов, которые всегда лежали в основе, которые всегда голосовали за демократов в большинстве своем. Эмигранты, которые находятся, будь то из африканских стран, из латиноамериканских стран, украинцы, поляки в большинстве своем поддерживали демократов. В большинстве своем поддерживали демократов, и эта риторика, она абсолютно понятна этим мигрантам, что Трамп не способствует помощи их родине, Трамп не способствует помощи там, другим государствам, не отказывается от роли там, мирового жандарма. Избиратель республиканца, он более восприимчив к словам Трампа, к позиции Трампа. Мы не будем тратить деньги на каких-то непонятных украинцев, мы не будем тратить деньги на каких-то непонятных, там, условно говоря, ближневосточных товарищей вот, и так далее. Мы будем тратить деньги на непосредственно американцев. Америка для американцев, Make America Great Again, вот, и так далее, и так далее. То есть это все понятные для республиканской и особенно для ультрареспубликанской, вот этой МАГА тусовки, понятная риторика. Поэтому два подхода, и, соответственно, вряд ли вот эти слезоточивые статьи в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Лос-Анджелес Таймс и прочих газетах, которые ориентированы на демократов Блумберге относительно Украины, относительно несправедливости по Украине, вряд ли они смогут повлиять на избирателя, который готов голосовать за Трампа или же трампистов, или республиканцев. Константин Петрович, так а переговоры есть с кем Нет, начинать? они на паузе. У нас все на паузе. Конституция на паузе, переговоры на паузе, все на паузе. Вот, война только продолжается, мир на паузе. Вот, что касается переговоров, вот ожидают, что будет какая-то подвижка, если приедет Уитков и Кушнер. Вот, и, соответственно, возможно, что к тому времени стороны подготовят какие-то новые предложения. Кстати, Зеленский вот именно с этим ездил к Вучичу, вот, потому что предварительно есть фигура, которая общается как с европейцами, так и с русскими, это Вучич. Вот, их две таких фигуры, Вучич и Фица
сейчас есть. Вот он встречался сначала с Фицо, потом встречался вот с Вучичем для того, чтобы все-таки каким-то образом попытаться как-то поговорить о будущем. Может быть, удастся хоть какие-то подвижки подвинуть. Тем более, что и Россия тоже говорит о том, что, может быть, на какие-то подвижки мы и согласимся. Но принципиальные вещи, принципиальные моменты, которые были озвучены в Анкоридже, а перед этим озвучены в Стамбуле, они остаются неизменными. Слушайте, ну, Вучич так его обнимал, как там, я не знаю. Ну, это политика, это дипломатический протокол, это позерство, это для фотографий. Это, ну, политика, это же тоже, это искусство своего рода. Это необходимо сыграть роль важную. Нет, ну, понятно, что Красиво Вучичу сыграть. там недолго осталось, ну, Нет, имеется в виду. извините, Вучич, скорее всего, перейдет на пост премьер-министра, скорее всего. Именно так он для себя запланировал. Он понимает, что оппозиция, которая расшатывает под ним сейчас кресло, она вряд ли сможет объединиться и выдвинуть своего единого кандидата. Он готовит своего кандидата в президенты, он готов идти на выборы, он понимает, что на этих выборах у него есть шанс на победу, не его победу, а победу его ставленников в Сербии. И он готов при новом президенте, полностью его человеке, стать премьер-министром страны. Поэтому Вучич надо никуда не обнимать собирается. Зеленского. А то, что он обнимает Зеленского, это просто жест перед Урсулой фон дер Ляйен. Вы просили, я обниму. Вы хотели, чтобы я с ним встретился? Я встречусь, даже подпишу с ним договор о защите диких животных. Очень важный договор, который сейчас очень уместен. Вот Зеленский приехал, подписал, супер. Вот. Но самое главное осталось-то за кадром. Самое главное, это непонятно, почему вот Сербия и Россия так активизировали буквально перед приездом Зеленского свои контакты. Неформальные контакты, когда летали туда-сюда там посланники в Москва, Белград, Белград, Москва. Вот. Непонятно, почему Вучич перед этим прилетал в Киев, месяц перед этим в июле. Вот был в Киеве. И тоже не просто же так, чтобы галушки покушать или вареники. Ну, не такой уж он фанат украинской кухни, насколько я знаю. Вот. И тем более, что он отказался подписывать любые договора, которые там были тогда предложены. И, соответственно, очевидно, что сейчас Белград пытается выполнить роль одного из таких посредников, которыми являются и там Абу-Даби, и там Эр-Рияд и прочие площадки, где решаются вопросы, в том числе обсуждаются разного рода предложения по поводу того, а можно ли как-то что-то подвинуть, провести какие-то подвижки. С чем приехал Зеленский? Что он услышал в ответ? Я не знаю. Извините. Это тайна за семи печатями, тайная дипломатия 21 века, когда-то найдет своего историка лет через 200. Я так понимаю, что если хоть какая-то привязка к выборам в США, событий в Украине и с ПВО, с вот этими, ну, хоть какая-то, ну, там существует, да, то с вопросами смены власти в Украине ее тоже нет. Ну, дело в том, что никогда смена власти не анонсируется, если это не выборы. Вот, если это не анонс отставки Орбана, который был анонсирован за полгода. Да, так вот, если речь идет о переворотах, о каких-то там террористических актах относительно тех или иных лидеров, если речь идет там, о каких-то там катастрофах тщательно подготовленных и прочее, то понятное дело, что никто этого не анонсирует. И обычно это все происходит как некая случайность. Все камуфлируется под случайность. Опять-таки, случайности не случайны, конечно же. Конечно. Это В важно. политике не бывает случайностей. Любой Но тут экспромт же, в политике – это тщательно отрепетированный экспромт. но тут же очень важен другой момент. Опять-таки, самый важный. Есть ли кому говорить с россиянами в формате «Россия-Украина заключает мир»? Или это уже в прошлом? Именно поэтому обращаются к посредникам. Если две стороны не могут пойти на определенный разговор,
Кстати, буквально полгода назад еще мы же там аплодировали тому, что российская и украинская делегация смогли остаться в феврале этого года, смогли остаться, поговорить один на один, без посредников, нормально пообщались и вроде бы не покусались там, в ходе этого общения. Так вот, я думаю, что на каком-то этапе посредники уступят дорогу прямым переговорам. До конца года, как вы оцениваете, возможен ли Очень сложно оценивать, очень сложно ceasefire, оценивать. как это? Понимаете? Ceasefire Да. называют. Понимаете, очень мало данных. Вот. И это нормально, что мало данных, которые являются достоверными. Мы не знаем, что реально происходит в этих переговорах. Вполне возможно, что-то происходит такое, о чем ни мы не знаем, ни там, Политико, ни Bloomberg, никто другой. Вот. И слава богу, что так происходит, если действительно есть какие-то переговоры, о которых мы не знаем. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Залужный. Еще одна фигура, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить, потому что, ну, давайте честно, то, что он там назаявлял Чалому, ну, я думаю, вы видели, там целый ряд был заявлений, да, тиражируются до сих пор, это было несколько дней назад. Цитата. «Если мы обменяем безопасность Украины на тепло в домах или развитие экономики, берите своих детей и внуков и вывозите их. Будущее Украины только в безопасности. Если кто-то будет рассказывать, что должна быть экономика, это шарлатаны. В ближайшие 50 лет Украину будет волновать только безопасность». Согласны с Нет, не согласен. действующим послом? Не согласен, потому что безопасность Украины могут гарантировать не Британия, не Европейский Союз, не Соединенные Штаты. Гарантии безопасности Украины в добрососедских отношениях со всеми государствами, которые находятся по периметру страны. Если государство находится в добрососедских отношениях, если у государства есть открытая и доброжелательная политика по отношению ко всем своим соседям, то ждать агрессии, нападения со стороны этих соседей точно не приходится. Поэтому все разговоры о безопасности – это разговоры о том, что дайте нам зонтик, а мы продолжим тыкать в медведя острой палкой. Значит, вот это считается безопасностью с точки зрения Залужного, Зеленского и всех прочих. Дайте нам вот определенные гарантии безопасности, а мы дальше будем троллить Путина и будем дальше троллить Россию. Ну, Залужный же не из таких. Из таких. Из таких. Из таких. Он абсолютно плоть от плоти. Он член команды Зеленского. Он представляет Зеленского в Великобритании. Он как посол, он не может говорить от себятину. Он полностью согласовывает все свои действия, иначе он не будет послом. Человек, который не работает в рамках директив, утвержденных Министерством иностранных дел и Офисом президента, не может быть послом. Его сразу будут отзывать, его сразу же лишат его дипломатического статуса, дипломатической должности. Вот. Поэтому не верьте в то, что Залужный является самостоятельной фигурой. Он не политик сегодня. Он только кандидат в политике. И то он не оппонент Зеленского, как многие хотят видеть, он дублер Зеленского. Так подождите, Федоров дублер. И Федоров Залужный. дублер, тем более, что... Нет, ну Федоров, смотрите, Федоров искренне верит в то, что он может быть таким себе украинским таким модернизированным Бонапартом, скажем. Он уверовал в то, что его действительно любят люди, молодежь и все прочее, и что он может быть другим, чем Зеленский. Но те, кто стоят за ним, это же те же люди, которые еще вчера толкали Зеленского. Что, Пинчук поменялся на 180 градусов? Что, Фиала поменял свои убеждения, свою политику, свои взгляды? Да нет, конечно же. Что, они перестали быть олицетворением партии войны? И Федоров, и Залужный, и Буданов, и тот же Зеленский. Все являются проявлениями украинской партии войны. Просто в разных ипостасях. Личные амбиции вот, в данной ситуации можем вынести за скобки, потому что есть главная квинтэссенция. Это партия войны, которая не хочет наступления мира. А партии мира нет. А партии мира нет. В том и дело, что партию мира предстоит создать. Партию мира предстоит создать, а, знаете, вот как-то пока что слишком долго раскачивается
создании партии мира. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Да, у нас такой другой немного формат, но я думаю, что в следующую, ну не в эту, которая будет вот завтра, а через среду вернется все на круги своя. И, в общем, будем с удовольствием отвечать и на ваши вопросы. Пока подписывайтесь на Бондаренко, поставьте отметку, что вы подписаны на этот канал. Ну и берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. До свидания.